Глава 1276. Миграция зверей. Выйдя из переулка, Хань Ли продолжил свою прогулку. Вскоре после этого Хань Ли обнаружил главную цель его временного ухода из Небесного Восточного Альянса – магазин, специализирующийся на продаже записей. Хань Ли вошел в него, не моргнув глазом. Этот книжный магазин был довольно просторным, а на его полках было полно книг, охватывающих темы, начиная от астрономии и заканчивая абсолютно любыми темами. Но так как это был книжный магазин для смертных, в нем не было никаких нефритовых пластиней или записей о культивации. Хань Ли просмотрел только те записи, которые были бы ему полезны, особенно те, в которых освещались обычаи и обстоятельства мира духов. Только так он сможет сделать свой первый шаг к пониманию мира духов. Он подобрал несколько книг и выбрал карту окрестностей. Поскольку у Хань Ли не было золота или серебра, он мог заплатить только низкоранговыми духовными камнями. Владелец магазина пришел в восторг от этого и поспешил вернуть ему сдачу в виде серебра. Взяв книги, он нашел ресторан и сел в ничем не примечательном уголке. Заказав несколько простых блюд, он начал просматривать книги. Хотя духовное чутье Хань Ли не могло покинуть его тело, он все еще обладал своей удивительной памятью. Несмотря на то, что несколько книг были впечатляюще толстыми, Хань Ли спокойно пролистывал их с удивительной скоростью и запечатлевал каждое слово в своем разуме. В течение этого времени его лицо оставалось равнодушным, но он продолжал листать книги, понимая все, что читал. Стоит ли говорить, что подробные описания, касающиеся обстоятельств мира духов, потрясли его? Район небесного происхождения, о котором упоминал Небесный Восточный Альянс, на самом деле был одной из человеческих территорий, управляемых одним из 3 монарших людей, мудрецом небесного происхождения. Другими человеческими территориями управлял гегемон Северного неба из района Черного черепашьего зеркала и император Небесного чуда из Небесного духовного региона. Эти 2 монарха были соответственно известны как гегемон и духовный император. Человеческие усовершенствователи тела произошли от мудреца небесного происхождения, а затем основали конфуцианскую школу, в результате чего он получил имя «ученый-император». Он правил регионом небесного происхождения и использовал социальные обычаи, которые были наиболее похожи на реальность мира смертных, из которого пришел Хань Ли. Это было довольно удачно для него. 3 человеческих клана занимали обширную область, насчитывающую от нескольких сотен населенных пунктов до более 1000. Согласно книге, в мире духов город из 100 миллионов человек считался маленьким городом. Другие крупные города намного превосходили территорию и масштабы города Юань. Город небесного происхождения, в частности, где проживает мудрец небесного происхождения, был почти размером с небольшую страну. Тем не менее, город небесного происхождения был также самым обычным из 3 человеческих столиц. Город черной черепахи Гегемона был построен на огромной черепахе, известной как Канлин. Это был огромный город, который мог медленно двигаться в море. И небесный духовный город духовного императора был еще более чудесным. Он был построен на дереве шириной более 50 километров. Говорят, что он способен достичь мира бессмертных. Прочитав это, Хань Ли был потрясен, поскольку все это он и представить себе не мог. Но то, что он прочитал дальше, поразило его еще больше. Согласно введенному протоколу, помимо области 3 суверенов, были также соседние земли 7 королей демонов. Можно сказать, что клан демонов и человеческие кланы были в наполовину дружественных, наполовину враждебных отношениях. Причина, по которой это произошло, заключалась в том, что область, на которой правили 3 человека и 7 королей демонов, была лишь маленькой каплей моря, известной как мир духов. Землей за пределами их владений правили кланы других существ. Большинство этих существ были коренными жителями мира духов. Видов этих существ также было бесчисленное множество, от диких древних зверей до гигантов и даже псевдолюдей. Кроме того, были и другие существа, которые достигли мира духов, разрывая открытые пространственные расщелины. Хотя таких кланов было не так много, они были мощной силой, враждебной по отношению к людям и демонам. Они также обладали своими уникальными способностями, что позволяло им соперничать с людьми и демонами за власть. Помимо всего этого, как и следовало ожидать, в мире духов было много влиятельных людей. Также были и легендарные мифические звери, страшные существа, похожие на настоящих драконов, которые могли игнорировать законы мира. Хотя из демонов и людей появилось много чрезвычайно могущественных персонажей, они были способны только на то, чтобы владеть миром духов. Хотя люди и демоны были враждебно настроены по отношению друг к другу, сталкиваясь с еще большей угрозой, у них не было другого выбора, кроме как сотрудничать. Это привело к официальному основанию земель, которые они контролировали. В
прошлом многие необычные личности как из человеческих, так и из демонических кланов объединились, чтобы создать чрезвычайно огромную формацию заклинаний, охватывающую территории людей и демонов. Говорят, что формация заклинаний была очень мощной и что ее передали из мира бессмертных. Говорилось также, что она предназначена для очень влиятельных представителей мифических существ. Чем они сильнее, тем больше их ограничивала формация, что делало их неспособными войти в области, ограниченные этой формацией заклинаний. Однако эта формация не оказывала никакого влияния на низкоранговых и среднеранговых демонических зверей. У этой огромной формации заклинаний было более 10 ядер формации, которые были распределены по областям людей и демонов. В книге не упоминалось, где находились ядра формации на территориях демонов, но упоминалось, где они находились в 3 столицах людей. До тех пор, пока они не будут уничтожены, формация, защищающая людей, останется. Учитывая, насколько важными были ядра формации, они обязательно должны быть размещены и в важных областях территорий демонов. Если могущественное мифическое существо захотело бы вторгнуться на территории людей и демонов, им пришлось бы столкнуться с объединенной силой 10 могущественных ядер формации. Полагаясь на эту могущественную бессмертную формацию заклинаний, человеческие и демонические кланы смогли преуспеть и занять свое место в нише мира духов. В другие области мира духов в книге особо не углублялись. Там только упоминалось о том, что мир духов простирался на бесчисленное количество земель и расстояний. В этот момент в сознании Хань Ли появился след сомнения. Поскольку область, занимаемая людьми в мире духов, была настолько мала, то как культиваторы, восходившие из низших миров, могли точно приземлиться в регионе, контролируемом людьми. Было бы невероятно опасно, если бы он появился в районе за пределами великой бессмертной формации. Хань Ли чувствовал себя озадаченным, но в книге больше ничего не упоминалось, поэтому он мог пока только отложить эту мысль в сторону. Прочитая несколько описаний из книги, Хань Ли обнаружил, что демоны в целом были более могущественными, чем человеческие кланы, но люди, казалось, обладали более сильными культиваторами. В результате 2 клана сформировали странное равновесие, и 3 монарха и 7 королей заключили оборонительный договор, а также о нескольких других договорах. В одном из этих соглашений отмечалось, что высокоранговые культиваторы не могут произвольно убивать низкоранговых демонических зверей в отдаленных районах и не могут участвовать в защите человеческих городов от периодических миграций зверей. Кроме того, демоны не могли грабить людей по своему желанию, и им нужно было создавать территории, где люди могли бы собираться и защищаться. Когда люди и демоны разделили свою землю, территории людей и демонов были в значительной степени смешались. Несмотря на то, что они выбирали районы, наиболее населенные людьми и демонами, в других областях все еще было большое количество других рас. Естественно, что для высокоранговых человеческих культиваторов и демонов не было никаких проблем с тем, чтобы перенести города. Тем не менее, демонические звери, которым еще предстояло обрести разум, и обычные человеческие смертные не могли легко перемещаться на большие расстояния. Они могли только продолжать жить на своих первоначальных землях и принять власть другого клана. С самого начала было бессмысленное побоище с обеих сторон, и война велась несколько раз. После долгих потрясений в конце концов было принято другое соглашение. Конечно, книга, находящаяся в распоряжении Хань Ли, лишь детализировала самые важные моменты и не упоминала их подробно. Для изучения вопроса с миграцией зверей он купил отдельную книгу. Так называемая миграция зверей происходила, когда обычные звери размножались в слишком большом количестве. Поскольку высокоранговые люди не могли вмешиваться из-за предыдущих соглашений, каждые несколько лет у демонов и людей не оставалось другого выбора, кроме как убивать друг друга, чтобы защитить свою собственную жизнь. Однако, если бы в этом районе были населенные пункты, низкоранговые демонические звери могли бы вести миграцию животных в поселение людей, поскольку это практически приравнивалось к самоубийству. В результате, за исключением нескольких крупных городов, в большинстве случаев человеческие города периодически сталкивались с миграцией зверей. Хотя было не так много настоящих нападений на человеческие поселения, каждая миграция зверей оставляла за собой огромное количество жертв. Из-за этого низкоранговые усовершенствователи тела и культиваторы связали свои судьбы вместе. В то время как обычные смертные умирали, для культиваторов и усовершенствователей тела это было лучшее время для преодоления своих узких мест и оттачивания своих навыков. Принимая во внимание одновременно и бедствие, и договор, высокоранговые человеческие культиваторами молчаливо позволяли зверям мигрировать и не собирались менять соглашение с демоническими кланами. Каждая миграция зверей в городе не следовала строгому графику, но было 2 вида миграций, которые встречались всего видели. Это была миграция волков-слугов и миграция змей из других регионов. 2 типа зверей обладали мощной репродуктивной способностью и начинали миграцию каждые 100 лет или около того.
Если бы город столкнулся с двумя или более типами зверей во время миграции, то эта миграция считалась великой и была гораздо более опасной. В прошлом все прорывы в человеческие города, казалось, происходили именно во время такой миграции. Поэтому, если бы город узнал, что должна была произойти великая миграция, высший эшелон города был бы поражен страхом и приложил бы все усилия, чтобы собрать близлежащих усовершенствователей и низкоранговых культиваторов в рамках подготовки к предстоящей битве за выживание. Прочитав это, Хань Ли вздохнул и медленно закрыл книгу. Не было никаких сомнений, что город готовился к миграции зверей. Кроме того, судя по тому, что рядом располагались луга, их ждала миграция волков. Однако нервозность города прекрасно демонстрировала, что приближалась великая миграция зверей. Он молча поднял перед собой чашку с водой и задумчиво прищурился. Глава 1277. Опасность трибуляции. С тех пор, как Хань Ли вошел в мир духов, он не очень интересовался миграцией зверей, но теперь, когда он знал, что это связано с восстановлением его магической силы и разрушением ограничения ледяного феникса на его теле. И теперь миграция зверей должна была случиться в соответствии с воплощением парящего небесного зверя, культиваторы зарождающейся души и божественной трансформации испытывали незначительную трибуляцию раз в 300 лет. Хотя он больше не обладал своей магической силой, его уровень культивации никуда не делся. Кто знал, когда трибуляция поразит его? Если бы трибуляция культиватора стадии божественной трансформации действительно поразила его, он, несомненно, погиб бы с его пустяковой культивацией на 4-м уровне искусства Важдры и отсутствием волшебных сокровищ. Когда Хань Ли подумал об этом, выражение его лица стало угрюмым. Лучший способ решить этот вопрос — быстро найти ледяного феникса и взаимно убрать ограничения друг на друге. Когда они столкнулись с неудачей внутри пространственного узла, ледяной феникс смогла сбежать первой из пространственного узла в результате своих врожденных пространственных способностей. Она должна была уже быть где-то в мире духов. Зная силу ограничений, которые он наложил на нее, она должна была оказаться в такой же ситуации, как и он сам. В такой большой области, как мир духов, он не сможет найти ее за коротких промежуток времени. В 3 человеческих областях и землях 7 демонов на самом деле очень много личностей, обладающих способностями на стадии божественной трансформации. Теперь, когда у него не было сил защищаться, ему хотелось только поскорее найти ее, поэтому ему пришлось бы придумать другие способы восстановить свою магическую силу и спасти себя. В настоящее время не мог поглотить даже нить своей духовной силы, и не было ни одной секретной техники, которую он мог бы использовать. Культивация магической силы была невозможной задачей. О том, чтобы обратиться за помощью к другим высокоранговым культиваторам, также не могло быть и речи. Поскольку он владел множеством секретов, это было бы для него сродни самоубийству. Сидя за столом, выражение лица Хань Ли вдруг дрогнуло. Его взгляд изменился, и он пробормотал с мрачным выражением: «Кажется, мой единственный выбор — идти по первоначальному пути». Весь прошлый месяц в городе Ан Юань Хань Ли долго и упорно занимался восстановлением своих первоначальных способностей. Он умудрился придумать выполнимый метод за полмесяца, но он был не особо хорош, и это бы заняло некоторое время. Поскольку он еще не был достаточно знаком с миром духов, он колебался использовать этот метод. Но теперь, когда он пришел к пониманию мира духов, оказалось, что у него не было другого выбора, кроме как использовать этот метод и улучшить его. Ему нужно будет культивировать единственную технику, которую он мог культивировать, искусство Ваджры, до великого завершения. Согласно тому, что в записях говорилось о технике, когда кто-то культивировал технику до 7-го уровня, его тело становилось достаточно мощным и не уступало культиватору зарождающейся души. В этом случае он сможет использовать силу своего тела, чтобы рассеять ограничения ледяного феникса. После этого ему нужно будет культивировать магическую силу и сконденсировать свою зарождающуюся душу. Хотя говорилось, что для того, чтобы сконденсировать зарождающуюся душу, требовалось 100 лет, а его магическая сила еще будет восстанавливаться, он сможет забрать свои сумки для хранения, которые он похоронил в пустыне. С помощью многих духовных лекарственных растений в его сумках для хранения процесс восстановления ускорится в несколько раз. Одним словом, первым шагом к возвращению его способностей будет снятие ограничений, наложенных на его тело, а затем конденсация зарождающейся души. Он рассчитывал, что, если его ударит небольшая трибуляция, это должно произойти через 300 лет. Но это было только предположение. Если бы он хотел сохранить свою жизнь, ему нужно было культивировать искусство Ваджры так быстро, как только он мог. Парящий небесный зверь ранее говорил ему, как трудно было культивировать искусство Ваджры. Даже в мире духов, где духовная ци была невероятно плотной, было очень мало смертных, которые могли культивировать искусство Ваджры до завершения.
Даже если обычный человек обладал исключительными талантами, он все равно не мог быть слишком уверенным в себе. Но Хань Ли отнюдь не был обычным человеком. Он культивировал от смертного до культиватора стадии божественной трансформации, в результате чего его непоколебимая решимость намного превосходила таковую у обычного культиватора мира духов. Кроме того, он также употреблял жемчужину небесного трупа, драконий чешуйчатый фрукт и многие другие духовные лекарственные растения. Его тело было уже намного сильнее, чем у обычного человека. В частности, из-за драконьих чешуйчатых фруктов и искусств закаливания костей, его тело уже было отчасти сродни с телом обычного демонического зверя. Когда он прибыл в мир духов, огромное количество магической силы от рассеивания его двух зарождающихся душ не только спасло ему жизнь, но и вывело возможности его тела на другой уровень. Со всеми этими вещами было неудивительно, что Хань Ли чувствовал себя уверенно. На данный момент единственной вещью, которую он должен был принять во внимание, была нечеловеческая боль, которую он испытал бы при культивации этой техники, и количество времени, которое нужно было потратить на его культивацию. Из-за того, что вокруг районов, удаленных от города, бродило так много низкоранговых и среднеранговых демонических зверей, было неразумно культивировать в одиночку. Кроме того, культивацию последних нескольких уровней искусства Ваджры требовала от него боевого опыта, чтобы увеличить шансы на прорыв. В этом случае не было никакого вреда оставаться в Небесном Восточном Альянсе в течение некоторого времени. Если бы он действительно почувствовал какие-либо неудобства, он бы просто ушел. Кроме того, договор кровавого проклятия, наложенный на его тело, он мог снять с помощью его чистой жизненной сущности. Приняв решение, Хань Ли на данный момент закончил свои размышления. Он взял свои книги и вышел из ресторана. Затем он нашел уединенное место и разорвал свои книги руками. Под огромной силой они превратились в облако бумажных клочков, посыпавшихся на землю. Затем он обошел весь город в поисках кузнечного магазина. Он осмотрел кузницу и передал сухожилие кузнецу. После этого он указал на несколько других материалов в магазине, передал несколько инструкций и дал кузнецу 2 низкоранговых духовных камня. Услышав Хань Ли, кузнец был ошеломлен на некоторое время, но все же принял духовные камни и кивнул с улыбкой на лице. Хань Ли с улыбкой вышел и поймал повозку, запряженную каким-то существом, напоминавшим коня. Его не волновало происхождение этого животного или еще что-нибудь. Он просто бросил кучеру несколько серебряных монет со словами «в гостиницу легкого облака». Затем он сел в повозку и ненадолго отдохнул. Экипажи зверей управлялись покорными животными по всему городу. В конце концов, в городе такого масштаба было бы странно не иметь средств передвижения, поскольку потребовалось бы несколько часов, чтобы пройтись от одного района города к другому. Повозка, на которой он ехал, была довольно красивой. Было ясно, что она использовалась для перевозки людей из более богатых семей, а не простых граждан. Поначалу действия Хань Ли разозлили кучера, но когда он увидел серебряные монеты, он нерешительно направился в восточную часть города. Хань Ли немного поспал, прежде чем услышал, как кучер сказал: «Сэр, мы прибыли в гостиницу». Хань Ли медленно открыл глаза и безмолвно вышел из кареты. Он увидел большое пространство павильонов и дворов с особенно большим зданием прямо перед ним. На нем висела огромная вывеска с надпись «Гостиница легкого облака», выгравированная золотыми буквами. По бокам здания находился ряд огромных конюшен, построенных из дерева, в которых содержались всевозможные странные звери и их экипажи. Иногда из них доносились странные звуки животных. Хань Ли пронесся взглядом мимо них и быстро прибыл к воротам большого здания. Он подозвал группу ожидающих молодых слуг, помахав одному из них. Слуга быстро отреагировал и сразу же сбежал. «Уважаемый гость, вы звали меня. Небесный Восточный Альянс должен был зарегистрироваться здесь. Ты знаешь, где они?» Спокойно спросил Хань Ли, кинув ему серебряную монету. Взяв серебро, слуга ухмыльнулся и сказал: «Хе-хе, значит, вы ищете людей из уважаемого Небесного Восточного Альянса. Я провожу вас к ним». Вскоре он провел Хань Ли через заднюю часть здания и прошел его через несколько дворов. Слуга шел и по пути энтузиазмом объяснял: «В нашей гостинице много уважаемых гостей с Небесного Восточного Альянса, поэтому они заняли все западные дворы, где у нас находятся лучшие комнаты гостиницы». Хань Ли слушал слова слуги с полным безразличием. Но прежде чем они достигли двора, мимо них прошел юноша и увидел Хань Ли. Он вскрикнул и приблизился к ним с широкой улыбкой: «Брат Хань, ты вернулся». «Отлично. Брат Чжан сказал, чтобы мы привели тебя к госпоже, как только мы увидим тебя. Пожалуйста, следуй за мной». Затем он схватил Хань Ли за руку. Хань Ли поднял бровь и небрежно покачал плечом, странным образом стряхивая с себя мужчину. Юноша был ошеломлен этим.
Хань Ли улыбнулся и спокойно спросил: «Так это ты, брат Ло?» «Госпожа, о которой ты говоришь, это госпожа Фан». Юноша был кавалеристом Небесного Восточного Альянса, известный как Малыш Ци. Странное выражение лица юноши исчезло, и он ответил с улыбкой: «Конечно, я говорил о госпоже Фан. Она слышала о тебе, и ты ее очень заинтересовал. Она хочет тебя видеть». Хань Ли сказал обычным тоном: «Как член организации, я буду выполнять ее приказы. Мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты показал мне путь». «Конечно, конечно». Судя по тому, как Хань Ли скинул его руку, он понял, что Хань Ли обладает способностями, намного превосходящими его. Поскольку он больше не осмелился бы сделать что-то столь неуважительное, он с улыбкой согласился. В конце концов Хань Ли отослал слугу и последовал за юношей по фамилии Ло в Восточный двор. По дороге они увидели много охранников и кавалеристов и поприветствовали их. Пройдя несколько поворотов и дюжину больших дворов, они, наконец, добрались до небольшого изолированного двора. Двор был довольно изящным, а вокруг было тихо. У ворот стояли два больших незнакомых охранника без оружия. Когда Хань Ли подошел к ним двоим, двое крупных мужчин пронзили его ледяным взглядом. Глава 1278. Золотая нефритовая школа. Хань Ли посмотрел на них двоих, прищурив глаза. Эти двое явно не были обычными усовершенствователями тела, о чем свидетельствовало холодное давление их взгляда. Он почувствовал, что эти двое кажутся сильнее, чем Чжан Куй. Старшие братья, я брат Хань, который недавно присоединился к Альянсу. Госпожа искала меня, потому что хотела увидеть. Тот, что был ниже, взглянул на Хань Ли и сказал: «Ах, это ты культивировал искусство ваджры до 3-го уровня. Ты выглядишь очень молодо. Наверное, ты принимаешь таблетки для поддержания своей внешности». Содержание его вопроса было довольно грубым. Если вам двоим показалось это, то считайте, что это правда. Сердце Хань Ли дрогнуло, но на его лице была улыбка. Более крупный из них тогда фыркнул и резко сказал: «Я не верю, что ты действительно культивировал искусство ваджры до 3-го уровня. Я собираюсь проверить тебя, не обижайся». С холодным блеском в глазах он схватил Хань Ли за запястье. Хань Ли вскинул брови, но не стал избегать руки крупного мужчины. Когда мужчина коснулся его запястья, он почувствовал, что его пальцы были чрезвычайно холодными и выпускали огромную силу, сжимающую его запястье. На лице Хань Ли не было ни угрюмости, ни улыбки, но его взгляд стал угрюмым. Под силой мужчины запястье Хань Ли засияло слоем слабо-золотым светом, но вскоре исчезло. Хань Ли остался на месте, позволяя человеку делать то, что он хотел. Через мгновение крупный человек приложил больше усилий, но Хань Ли все еще оставался безразличным. В конце концов, на лице мужчины мелькнуло удивление, и он мгновение помедлил. Но вместо того, чтобы отпустить, он глубоко вздохнул и приложил еще больше сил в свою руку, сжимавшую запястье Хань Ли, в результате чего его пальцы засветились черным светом. Улыбка Хань Ли на его лице, наконец, исчезла, и он фыркнул, слегка вздрогнув. Крупный человек внезапно почувствовал, как вибрация прошла сквозь его пальцы, и его тело онемело. Затем с испуганным криком он почувствовал, как огромная сила прошла сквозь него, и он взлетел в воздух. У Хань Ли было бесстрастное выражение лица, в то время как крупный мужчина полетел в каменную стену неподалеку. Крупный человек уже был готов врезаться в стену, как другой охранник внезапно прыгнул на 10 метров, чтобы быстро поймать его. Низкий охранник, поймав своего товарища в воздухе, изменился в лице, и он протянул руку, чтобы схватить его другой рукой. Раздался мощный удар, за которым последовали два более мягких удара. Хотя низкий охранник смог поймать его, он отшатнулся на 8 шагов, и цвет его лица стал бледным. Хань Ли прищурился и пристально взглянул на низкого охранника. Даже несмотря на огромную силу, выпущенную Хань Ли, низкий охранник все же смог поймать своего спутника. Техника закаливания тела у низкого охранника, очевидно, была сильнее, чем у крупного. Юноша по имени Ло был ошеломлен. Двое мужчин у ворот были личными телохранителями госпожи Фан. Хотя они обычно не обращали внимания на кавалеристов, они обладали блестящими техниками закаливания тела, так что даже капитан Чжан Куй втайне был в восхищении от них. Когда самоуверенные кавалеристы решили проверить свои навыки и сразиться с ними, они потерпели ужасное поражение. Хань Ли, недавно присоединившийся к ним, смог победить их одним движением руки. Они даже не смогли сопротивляться ему. Неужели 3-й уровень искусства ваджры мог производить такую большую силу? Лицо юноши Ло колебалось от сомнений. Он не мог знать, что большая часть силы Хань Ли на самом деле происходила из множества драконьих чешуйчатых фруктов, которые он употреблял в течение сотен лет, и из искусственного закаливания костей.
В противном случае, даже такой мощный, как третий уровень искусств ваджры, не смог бы создать достаточно силы, чтобы соперничать с двумя мужчинами. Кроме того, по правде говоря, Хань Ли культивировал искусство ваджры до 4-го уровня. Низкий охранник распространил свои внутренние телесные техники несколько раз прежде, чем в конечном счете пришел в себя. Со спокойным выражением он сказал: «Брат Хань обладает исключительными способностями. Мы признаем поражение. Пожалуйста, проходите». Он взглянул на Хань Ли со следами уважения в глазах. Крупный охранник, которого бросил Хань Ли, с мрачным выражением на лице проводил Хань Ли взглядом. Хань Ли улыбнулся и, слегка поклонившись, вошел внутрь. Ранг юноши Ло, естественно, не позволял ему последовать за Хань Ли, поэтому ему осталось только ждать снаружи. Войдя, Хань Ли увидел, что главные ворота в здание внутреннего двора были закрыты. Он подумал постучать в них, как вдруг изнутри раздался сладкий женский голос. «Молодой господин Хань, пожалуйста, входи. Я ждала тебя довольно долго». Хань Ли моргнул дважды и спокойно вошел, не чувствуя особого удивления. Войдя, он сразу же изменился в лице. Он был удивлен видеть несколько человек в комнате. В кресле мастера напротив двери сидела женщина в лазурном платье, на вид ей было лет 30. Ее кожа была светлой, и лицо ее было довольно красивым. Позади нее стоял мужчина в синем одеянии, которому было на вид лет 20. Он был сильно похож на женщину. Напротив женщины сидел мужчина в расшитой одежде с молодым лицом и седыми волосами. На его лице было равнодушное выражение. Рядом с ним сидел красивый молодой человек и красивая молодая женщина. Казалось, они знали, что произошло за воротами двора, и смотрели в сторону Хань Ли, когда тот вошел. У женщины в лазурной одежде на лице были следы восторга, а юноша в синей одежде выглядел любопытным. Мужчина в расшитой одежде был хмурым, а молодая пара выглядела удивленной. Женщина в лазурном одеянии встала и поприветствовала его: «Молодой господин Хань, надеюсь, ты не в обиде. Мои телохранители проверили тебя по моему приказу. Я просто хотел знать, на самом ли деле третий уровень искусства ваджры такой же страшный, как ходят слухи. Хотя эта техника широко распространена, это одна из самых сложных техник закаливания тела. Очень немногие могут достичь 2-го уровня, не говоря уже о 3-м, как у тебя». Хань Ли случайно спросил с улыбкой: «Я уже являюсь членом вашего альянса, так как я могу обижаться на пустяковую проверку? Вы довольны моим выступлением?» Хотя он планировал скрыть себя в Небесном Восточном Альянсе в качестве незначительного персонажа, он не возражал раскрыть часть своей истинной силы. На сегодняшний день у госпожи Фан было благоприятное впечатление о нем. Услышав ответ Хань Ли, она мило улыбнулась и сказала: «Третий уровень искусства ваджры намного превзошел мои ожидания. Ты открыл мне глаза на это искусство. Ах, да, я должен представить молодого господина Ханя. Это мой сын Пан Цин. Он культивирует бессмертные техники в Золотой Нефритовой секте. Эти трое — бессмертные мастера, члены секты моего сына. Значит, вы бессмертные мастера». Хань Ли приветствовал их. Хотя его духовное чутье не могло покинуть его тело, оно все еще было достаточно острым, и он смог почувствовать их культивацию на таком расстоянии. Все они были на стадии заложения основ и выше. Тем не менее, юноша и другая молодая пара, похоже, недавно достигли стадии заложения основ, поскольку их духовная ци была все еще довольно слабой. Что касается мужчины в расшитой одежде, его магическая сила была довольно плотной, поэтому он должен быть на пике поздней стадии заложения основ. Со способностями, которые Хань Ли продемонстрировал ранее, они не осмеливались относиться к нему легко и ответили на его приветствие. Человек в расшитой одежде даже улыбнулся и сказал: «Хотя раньше я не занимался техникой закаливания тела, в прошлом мой мастер сражался с высокоранговым усовершенствователем тела. Ходили слухи, что этот человек смог убить несколько демонических зверей 6-го и 7-го ранга. Изначально я считал, что это фантастические сказки, но судя по тому, что показал брат Хань, я убежден, что слухи были правдивы. Но судя по силе, продемонстрированной Хань Ли, это должно быть результатом не только искусства ваджры, но и его природы или божественной силы. Этот человек был достаточно опытен, чтобы увидеть некоторые странности огромной силы Хань Ли. Конечно, Хань Ли не собирался рассказывать про драконьи чешуйчатые фрукты и все остальное. Он дал простое объяснение: брат Цинь очень проницательный. Часть моей силы исходит от моих врожденных особенностей. Мужчина в расшитой одежде кивнул, чувствуя, что большинство его подозрений растворилось. После этого мужчина в расшитой одежде больше ничего не сказал. Вместо этого госпожа Фан дружески побеседовала с Хань Ли, но когда она спросила о его происхождении, Хань Ли увильнул от прямого ответа.
Госпожа Фан, увидев это, не стала вдаваться в этот вопрос и вместо этого сообщила ему, что Пань Цин и другие должны были помочь городу Юань с миграцией зверей по приказу своего хозяина. Верхние эшелоны города Аньюань были связаны с золотой нефритовой сектой. Секта отправляла низкоранговых культиваторов, чтобы использовать миграцию зверей как возможность совершить прорывы через свои узкие места. Культиваторы заложения основ, вероятно, были также посланы по этой причине. Конечно, золотая нефритовая секта была не единственной сектой, которая отправляла учеников в город. Их было как минимум дюжина. Когда люди Небесного Восточного Альянса вошли в город Юань, их также призвали сражаться с миграцией зверей в соответствии с законом. Таким образом, госпожа Фан заставила Хань Ли действовать вместе с Чжан Куем, направив их на охрану. Услышав ее, Хань Ли кивнул в знак согласия. При виде этого на лице госпожи Фан мелькнуло удовлетворенное выражение лица. После этого Хань Ли ушел. По ее словам, миграция зверей могла начать в любое время. Кроме того, скорее всего, предстоящая миграция будет великой, поскольку будет состоять из зверей нескольких видов. Прямо сейчас Хань Ли было бы лучше хорошенько отдохнуть и подготовиться к бою. Хань Ли улыбнулся и быстро вышел из комнаты. Когда дверь закрылась, улыбка госпожи Фан исчезла и сменилась нерешительностью. Мужчина в расшитой одежде погладил себя по подбородку и спросил, что. Госпожа Фан все еще считает, что этот человек — редкая находка, или передумала? Госпожа Фан нахмурилась и открыто выразила свои мысли. Все так. Этот человек довольно молод, но все же у него довольно высокий уровень. Я подозреваю, что если он продолжит культивировать, он станет существованием на уровне старого огня. В противном случае, я бы пошла по первоначальному плану, и Чжан Куй или братья Лю последуют за тобой в твоем путешествии после миграции зверей. Глава 1279. Лазурный волк. Багровый питон, львиноподобный зверь. Человек в расшитой одежде покачал головой. Я уже видел капитана Джана и братьев госпожи Лю. Без брата Ханя мы бы использовали любого из них, но теперь, когда у нас есть более подходящий кандидат, нам можно сделать более надежный выбор. В конце концов, он закончил 3-й уровень искусства ваджры, и ему нечего бояться атаки низкоранговых духовных инструментов. Благодаря его огромной силе он гораздо больше подходит для путешествия. Если мы возьмем кого-то другого, шансы на поражение будут выше. Если мы не победим этих демонических стражей, второго шанса у нас не будет. Госпожа, разве вы бы не хотели, чтобы младший боевой брат Пан достиг стадии формирования ядра? Госпожа Фан вздохнула и сказала с тоном беспомощности. Слова старшего боевого брата Циня разумны. Даже если у этого человека такой же потенциал, как и у старого огня, я чувствую, что достижение стадии формирования ядра Цинером обладает гораздо большим потенциалом. Человек в расшитой одежде почувствовал облегчение и улыбнулся. Леди Фу — очень разумный человек. Миграция зверей станет исключительной возможностью для этого. Похоже, эти демонические охранники сами не участвуют в этом. В нужный момент мы просто сможем сбежать от них. Вот почему, хотя нам нужен усовершенствователь тела, в нем все же нет особой необходимости. Если все пройдет успешно, я не буду относиться к нему несправедливо и следить за тем, чтобы он не обижался на вас. Магическая сила бессмертного Циня довольно сильна. После того, как ты прорвешься к стадии формирования ядра, проблем возникнуть не должно. Надеюсь, в будущем ты позаботишься о моем сыне, она сказала это с улыбкой на лице. Мужчина посмотрел на молодого человека в синей одежде и тепло сказал: «Хе-хе, способности младшего боевого брата Пана не меньше моих. Если я смогу войти в стадию формирования ядра, то у младшего боевого брата с этим не должно возникнуть проблем. Госпожа может быть спокойна по этому поводу». Пан Цинь, глубоко поклонившись, поблагодарил старшего боевого брата. Пара молодых людей, сидевших рядом с мужчиной в расшитой одежде, понимающе переглянулась между собой с улыбкой на лице. За это время атмосфера в зале стала довольно дружелюбной. Хань Ли не мог знать, что его первый контакт с людьми в мире духов уже вовлек его в чей-то план. Возможно, он был проклят небесами или ему просто не повезло. Если бы он узнал об этом, он бы просто не знал, смеяться или плакать. Несколько пустяковых смертных и культиваторов заложения основ решили использовать его, культиватора стадии божественной трансформации. Они были безрассудны. Даже без его магической силы у него были способы с легкостью убить их. Но так как его держали в неведении и намеревались оставить в Небесном Восточном Альянсе, он покинул двор и пошел к человеку со шрамом. Вскоре после этого Хань Ли был назначен высокопоставленным помощником, но были и другие, которые не были убеждены в его силе. Но когда Хань Ли раскрыл часть своей огромной силы, он встревожил их, и многие из них замолчали.
Поскольку у Хань Ли была своя личная комната, ему не нужно было общаться с другими людьми. В последующие дни он начал культивировать 5-й уровень искусства ваджры. Согласно искусству яркого нефрита, было бы намного легче, если бы он мог культивировать, используя магическую силу в его теле. Но теперь ему придется культивировать искусство ваджры, насильно вливая в его тело духовную ци. У него не было выбора, кроме как ознакомиться с этим странным методом и начать его культивировать. 3 дня спустя Хань Ли покинул гостиницу и исчез на полдня. За исключением очень проницательных людей, большинство не заметили, что Хань Ли ушел. Но на 7-й день Хань Ли сидел, скрестив ноги на своей кровати, как вдруг неожиданно услышал громкие звенящие звуки снаружи комнаты. Звук громко гудел, и гостиницу слегка потряхивало. Хань Ли открыл глаза в шоке. Грохочущий лязг повторялся без конца, и вскоре за ним последовало громкое рычание, охватившее весь город. Хань Ли нахмурился и безмолвно вышел. Западный внутренний двор уже начал действовать. Охранники и кавалеристы выходили из своих комнат с оружием в руках и доспехами. Выражения на их лицах были самыми разнообразными, от волнения до страха и беспокойства. Пока во дворе раздавались панические голоса, Жан Куй прошел с ледяным выражением на лице и громко упрекнул: «Чего паниковать? Это всего лишь миграция зверей. И до нас она еще не дошла. Возвращайтесь в свои комнаты и отдыхайте. Когда придет время, отдыхать будет некогда». Солдаты, услышав крупного человека, успокоились и послушно вернулись в свои комнаты. Хань Ли смотрел на это с улыбкой. Поскольку Джан Куй занимал пост начальника охраны более 10 лет, его репутация была такой высокой, как следовало ожидать. Джан Куй посмотрел на Хань Ли и сказал: «Младший брат Хань, следуй за мной, чтобы оценить масштабы миграции зверей. Давай посмотрим, соответствует ли он нашим ожиданиям». Хань Ли быстро ответил: «Брат Чжан, я готов». По правде говоря, хотя он не принимал эту миграцию зверей близко к сердцу, ему действительно было немного любопытно. Он не собирался отказываться от возможности расширить свой кругозор. Выйдя на улицу возле гостиницы, он обнаружил, что что-то не так. На шумных улицах никого не было, кроме нескольких взволнованных странников. Хотя на улице и было несколько повозок, все они безумно мчались по улицам. Были также рогатые волки, такие же те, на которых ехали кавалеристы Небесного Восточного Альянса. Однако в этот раз на них ехали охранники городских ворот в доспехах. Они мчались по городу, громко объявляя военное положение в городе в результате наступающей миграции зверей. Они обращались не только с усовершенствователем тела и солдатом, но и обычные смертные должны были оставаться на своих местах. Если они оказались снаружи и стали мешать усилиям противостоять миграции зверей, они были бы немедленно казнены. Когда Хань Ли и Джан Куй подъехали на рогатых волках к ближайшей стене, они увидели на вершине самой южной башни в городе крупный человек в пурпурных одеждах. Он выглянул в окно, прижав одну руку к нему, а другую держа за спиной. Он молча смотрел вдаль с угрюмым выражением. Внезапно дверь в его комнату открылась, и быстро вошел солдат в лазурной костяной броне. Он встал на колени позади человека в лазурной одежде и тихо сообщил: «Лорд города, мы подтвердили, что в этой миграции участвуют 3 вида зверей: лазурные волки с нефритовых лугов, багровые питоны из черных погребальных гор и львиноподобные звери». Крупный человек в пурпурной одежде вздохнул и с тревогой сказал: «Вот как, значит, это атака 3 типов животных. Очень хлопотно. Будь это другие звери, было бы не так сложно, но лазурные волки и багровые питоны присоединяются к миграциям зверей только каждые 300 лет. Не говоря о них, с альвиноподобными зверьми также довольно неприятно иметь дело. Они нападут на самое слабое место нашего города. Хотя мы уже подготовили луки и арбалеты, они несутся слишком быстро, поэтому обычные стрелы не будут эффективными. Господин, разве вы не заказали у Небесного Восточного Альянса хрустальных взрывающихся стрел? Мы должны быть в состоянии противостоять им. Кроме того, нам помогут культиваторы. Они будут для нас мощной защитной силой. С их помощью ястребы не должны быть проблемой. Солдат в доспехах попытался его успокоить. Человек в пурпурной одежде приказал: нам остается надеяться только на них. Соберите вместе культиваторов и попросите их следить за действиями ястреба. Мы сделаем так, чтобы солдаты и усовершенствователи тела объединили свои силы в борьбе с волками и питонами. Ах да, быстро приведите наши силы в боевую готовность. Пусть наши охранники сохраняют бдительность, стоя на страже. Да, милорд. Сказав это, воин в доспехах ушел выполнить приказы. Крупный человек в пурпурной одежде был лордом города Юань. Он посмотрел в окно с тяжелым выражением лица. Хань Ли стоял на вершине городской стены и смотрел вдаль. Хотя он выглядел спокойным, в своем сердце он был потрясен. Он увидел желтую землю в десятках километров от лазурного города.
До самого горизонта простиралось лазурное море. При ближайшем рассмотрении он мог разглядеть силуэты волков внутри него. Зеленые глаза и лазурное тело волков с обнаженными клыками производили довольно пугающее впечатление. Волков было не счесть. Очевидно, что их было несколько сотен тысяч. Помимо волчьего воя, слышались вопли других зверей. Они звучали так, словно звери общались друг с другом. Лицо Джан Куя побледнело, но он сжал руки в кулаки и пробормотал: «К счастью, самым распространенным зверем являются лазурные волки. Если бы мы столкнулись с красными, желтыми или даже с редкими серебряными волками, боюсь, что город Юань не смог бы выстоять в этой миграции зверей». Серебряные волки. Услышав это, Хань Ли внезапно что-то пришло в голову. Глядя на его удивление, человек со шрамом поспешил объяснить: «Что? Брат Хань никогда раньше не видел серебряных волков? С ними в несколько раз труднее иметь дело, чем с другими волками. Обычный серебряный волк может сразиться с дюжиной лазурных волков. В последней миграции зверей мне посчастливилось увидеть несколько из них. Страх перед ними все еще свеж в моей памяти». Глава 1280. Миграция диких зверей. Часть 1. Хань Ли почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Услышав упоминание о серебряных волках, он сразу же вспомнил о Серебряной Луне. Она была гигантским серебряным волком, который пришел из волков Серебряной Луны. Возможно, те серебряные волки были из того же клана. Но независимо от того, было ли это правдой, это было бесполезно для него в его нынешнем мире. Ему ничего не оставалось, кроме как отбросить эту мысль в глубины сознания. Чжан Куй торжественно сказал: «Если бы это были обычные волки, то нам ни о чем было бы бояться за нашими высокими стенами, но, к сожалению, их возглавляют разумные низкоранговые демонические звери. Они также смешались с различными зверьми, которые практически стали демоническими животными. Хотя эти мутировавшие звери не обладают такими же невероятными способностями, как демонические звери, они все же гораздо более страшные, чем обычные звери. Размеры, мощь и свирепость намного превосходят их обычный вид. По крайней мере, обычный низкоранговый усовершенствователь не сможет встретиться с ним в одиночку. Как хлопотно. И много ли мутировавших зверей в миграции?» Чжан Куй, немного подумав, ответил: «1 зверь на 1000». 1000. Хань Ли скользнул взглядом по лазурному морю зверя и невольно засмеялся. Даже если он не смог угадать их число, они исчислялись миллионами, по крайней мере. Среди них должно быть несколько тысяч мутировавших зверей. И без культиваторов формирования ядра, охранявших город, эти цифры могли оказаться фатальными. Взглянув еще раз, Чжан Куй вздохнул, явно обескураженный этим видом, и сказал: «Ладно, пошли в другие районы и посмотрим на других зверей». Хотя Хань Ли следовал за крупным человеком по городу, он все равно спросил с улыбкой на лице: «Неужели брат Чжан беспокоится, что обороноспособность города не выдержит?» Чжан Куй с тревожным выражением ответил: «Так и есть, я обеспокоен. В прошлом я видел несколько миграций зверей, но никогда не видел миграцию зверей против города, который был основан за последнюю 1000 лет. Против такой великой миграции зверей, как эта, наш город недостаточно подготовлен, так что звери должны быть в состоянии разрушить нашу защиту. Кроме того, в этой миграции зверей есть львиноподобные звери. Хотя их не будет слишком много, все они являются демоническими зверьми первого ранга. Поскольку мы не сможем защититься от них, они станут большой угрозой для города. Львиноподобные звери такие страшные». В глазах Хань Ли вспыхнул блеск, и в его голосе прозвучало сомнение. Львиноподобные звери, хотя и не считаются самыми сильными среди демонических птиц, они несут в себе грозный токсин, который может убивать простых людей. Если они не приблизятся к нам, мы сможем атаковать их издалека. Но ситуацию осложняет то, насколько это быстрые и проворные птицы. Хотя им, возможно, не хватает силы, но они могут атаковать самые слабые места обороны города. Хань Ли удивленно спросил: «Откуда возникло отсутствие воздушной обороны? Неужели лорд города Юань не знал, что этот вопрос будет таким критическим?» Судя по тому, что он узнал, все позиции светской власти в городе принадлежали смертным. Даже если бы он знал об этом, что он мог сделать? Я слышал, как последняя миграция зверей, обрушившаяся на город, нанесла катастрофический урон. Возможность восстановить свою оборонительную силу до этого уровня уже исчерпала влияние лорда города. Другие близлежащие города также предоставили им несколько видов оружия и солдат. Он ничего не мог поделать с воздушной обороной. Услышав это, Хань Ли пришел в недоумение от его слов.
Вскоре после этого Хань Ли последовал за Джан Куем к другой стороне городской стены и увидел ряды метровых питонов, образующих море из красных зверей. Это казалось еще более страшным, чем море волков. Единственная хорошая новость, которую можно услышать, это то, что эти змеи не были ядовитыми. Таким образом, их защита была более слабой по отношению к ним. Глядя на питонов вдалеке, Хань Ли иногда замечал питонов, которые были в несколько раз больше других, и внутренне нахмурился. Эти мутированные питоны были длиной более 30 метров, не меньше огненного змея. Они с легкостью могли сожрать человека. А поскольку выводок багровых питонов был больше, чем у лазурных волков, было вполне естественно, что мутированных питонов будет больше. Посмотрев на эти два вида мутированных животных, Хань Ли почувствовал некоторое сожаление по поводу того, что не смог увидеть львиноподобных зверей. Согласно тому, что сказал Джан Куй, ястребы находились в скрытой области. Они не покажут себя, пока не настало время атаковать. Глядя на питонов вдалеке, Хань Ли внезапно спросил, почему скопища животных не начинают свои атаки. Скопища животных возглавляются разумными демоническими зверьми. Они не нападут на нас по собственному желанию, а будут сотрудничать с двумя другими видами демонических животных в совместной атаке, чтобы сильнее измотать нас. Идем. Нам нужно привести солдат Небесного Восточного Альянса в центр города, чтобы подготовить приказ. Если нам повезет совершить прорыв или постичь что-то, может быть, стоит подвергнуть себя опасности. Джан Куй холодно рассмеялся и повел Хань Ли обратно в гостиницу. Как и ожидалось, охранники в гостинице получили приказ от города Юань и готовились к отъезду. Они уже собрались вместе. Культиваторов золотой нефритовой секты вызвали ранее, и они уже ушли. Без колебаний Джан Куй закричал и отдал приказ 200 солдатам Небесного Восточного Альянса покинуть гостиницу. Прибыв на улицу, они увидели, что частные войска города и усовершенствователи тела движутся в направлении дворца, но большинство этих групп не были такими большими или грозными, как Небесный Восточный Альянс. Их число варьировалось от 5 или 6 до десятка. Пока Хань Ли путешествовал вместе с остальными, они привлекли немало внимания, особенно это касалось 50 оседланных рогатых волков. В конце концов, рогатые волки были одним из многих зверей, которых приручали люди мира духов. Каждый был тщательно дрессирован с рождения, полностью потеряв свою дикую природу. Поскольку они были в состоянии показать большую силу, объединившись с кавалеристами, их цена была значительно высока. Только властный альянс, такой, как Небесный Восточный Альянс, мог купить столько прирученных рогатых волков для своих охранников. Все люди на улицах направлялись в сторону огромной площади возле городской стены. Город столкнулся со скопищем лазурных волков. Десятки тысяч сильных мужчин с голыми руками, несколько военнослужащих в форме и усовершенствователи тела уже были собраны вместе. Было даже несколько оседланных рогатых волков, но их численность не соответствовала кавалеристам Небесного Восточного Альянса. Вокруг площади было несколько вооруженных охранников города Юань, которые следили за порядком. На другом конце площади стоял мужчина средних лет в серебряных доспехах. Он говорил с конфуцианским ученым и буддийским монахом рядом с собой. Когда Хань Ли увидел этого человека, он узнал в нем офицера, которого он видел, наблюдая за воротами. Ученый и монах были культиваторами, присматривавшими за войсками. Мужчина среднего возраста в серебряных доспехах обладал какими-то навыками, чтобы сдерживать двух культиваторов. В этот момент человек в серебряных доспехах заметил, что собралось достаточно людей, и махнул рукой. Солдаты позади него взревели, произнеся ряд заранее подготовленных приказов. Первым приказом было организовать дивизию кавалеристов. После этого группа наземных черепаховых экипажей ворвалась на площадь с большим количеством оружия и доспехов. Они начали раздавать их сильным людям. У усовершенствователей тела не было обычного оружия, и они стояли на месте с отстраненным видом, не обращая внимания на происходящее. В настоящее время частные войска, такие как Хань Ли и усовершенствователи тела, остались стоять в стороне. Затем частные войска и усовершенствователи тела растерялись, услышав протяжный волчий вой за воротами города. Он был таким громкими и резкими, словно наполнился насильственной энергией. Услышав это, Хань Ли прищурился. Множество волчьих воплей сотрясло землю, словно гром. Усовершенствователи тела чувствовали себя лучше и лишь слегка изменились в лицах, но простые люди чувствовали себя подавленными, когда крик наполнил мир. Но это было только начало. Вскоре они услышали шипение и странные крики птиц с других направлений. Хотя эти звуки не были такими громкими, как волчий вой, они все же заставили людей почувствовать дрожь в позвоночнике. В этот момент со всех сторон городских стен практически одновременно раздались звуки гонга, и раздался мужской голос. Он не был особенно громким, но достиг ушей всех присутствующих на площади. Будьте осторожны, звери начали двигаться. Это была передача голоса от культиватора заложения основ в серых одеждах, летевшего на летающем мече.
Похоже, что другие летающие культиваторы предупреждали людей в разных районах города. Внезапно в городе Юань поднялся шум, и отряды бездействующих солдат вступили в бой. Они немедленно взобрались на стены, укомплектовали баллисты и приготовились к битве.